Всем привет, с вами Ганзи, и это новая часть сюжета «Цепи судьбы». Я премного благодарен вам, что вы оказываете такую поддержку в комментариях и лайки ставите, и возможно делитесь с друзьями. Я думаю, это не трудно ставить лайки, писать комментарии, особенно такому годному сюжету и, конечно же, годной озвучке. Я вместе с главным героем этого сюжета прохожу его путь в данной истории и стараюсь максимально погрузить вас в эту атмосферу, чтобы и вы тоже проходили этот путь вместе с нами. Я надеюсь, у меня это получается. Если вы все еще не подписаны, не забывайте подписываться на канал, потому что впереди ждет вас очень много годного контента. Этот сюжет и еще многие другие. Также, если у вас есть возможность такая, то вы можете оформить спонсорскую подписку любого из уровней и получить крутые фишки на канале, типа шарингана около никнейма и различных смайликов, которые я использую в комментариях частенько, чтобы выразить свои эмоции. Смайлики по тематике аниме Наруто, One Piece и тому подобное. Ну и давайте уже начнем. Цепи судьбы. 6-я часть. Глава 6. Путь красных глаз. Я брел домой, трясущимися руками опираясь о стволы деревьев. Дождь смывал кровь с лица, пропитывал одежду. Мое сознание было полностью опустошено. Я не чувствовал ничего, даже не понимал, как иду. Улицы были пустыми, все попрятались от непогоды. Мой дом, внизу горит свет. Бабушка наверняка ждет меня. Я запрыгнул на крышу и пробрался в комнату. Скинув одежду, лег на свой футон. В голове все шумело, тело предательски ослабло. Я прикусил губу, чтобы хоть что-то почувствовать. Боль, но такая приглушенная, внутри гораздо больнее, как каша. И я не справился. Мои глаза закрывались. Как бы я хотел, чтобы это был просто страшный сон. Когда я открыл глаза, в комнате было темно, что-то влажное лежало у меня на лбу, перед глазами все плыло. Нечто мягкое коснулось меня, затем на лоб положили что-то холодное, во рту пересохло. Я хочу воды. Пить! Прохрипел я. Кто-то поднес к моему рту чашку, я жадно начал хлебать живительную влагу. Когда напился, все та же мягкая рука помогла мне лечь. Вот так, Обита, ты слышишь меня? Этот голос, мягкий и нежный, словно весенний ветерок. Рин, да, тебе нужно отдыхать, не напрягайся. Я сделал волевое усилие и открыл глаза опять. Рин сидела рядом со мной на коленях, она пристально осматривала меня. В ее глазах читалась сильная грусть. Почему ты здесь? Твоя бабушка пошла за лекарствами, я помогаю ей за тобой ухаживать. Спасибо, ответил я, пытаясь нащупать ее руку. Рин заметила это и вложила свою ладонь в мою. Я сжал ее очень крепко. Сколько я тут лежу? 2 дня. У тебя был сильный жар. Ты постоянно бредил и просил у кого-то прощения. Доктор сказал, что скорее всего это от того, что ты под дождем набегался. Под дождем? Вот как? Прохрипел я, поворачивая голову в сторону окна. «Обита?» – тихо спросила Рин. Я повернулся к ней. «Ты должен кое-что узнать». «Да, что же?» Рин ненадолго замолчала, а потом сжала мою руку. «Нет, сейчас не время. Ты ужасно слаб». «Рин, прошу, я же вижу, что это важно». Я знал, что она хочет мне сказать, и как ее это терзает. «Отец Какаши, он умер». Значит, это все-таки был не кошмар. Я прикрыл глаза, слезы покатились по моим щекам. Было слышно, что Рин слегка шмыгает носом, но старается быть сильной. «Прости», – тихо прошептал я, чувствуя, как жар усиливается. «Обита, держись!» Я вновь погрузился в сон. В этот раз я проснулся вечером. Телу было намного легче. Жар отступил. Когда я попытался пошевелиться, то заметил, что Рин уснула прямо рядом со мной. Она лежала, держала мою руку в обеих ладошках. Осмотревшись, я увидел кучу оберток от порошков. За дверью слышался голос. «Как он, доктор?» «Это бабушка». Видимо, они недавно тут были. Идет на поправку. Жар отступает. Только мне не дает покоя одна вещь. Какая? Не молчите, прошу вас. Это не похоже на простуду. У него нет сопутствующих поражений, но его тело будто бы изможденное.
Может, это от тренировки? Он часто тренируется. Вполне возможно. Одно я могу сказать точно, лекарства свое дело сделали. Уже завтра он придет в себя. Правда, я бы посоветовал пока не нагружать тело. Даже несмотря на то, что организм молодой, есть риск невыявленной патологии. Хорошо, спасибо вам. Не стоит благодарности. Дайте ему покой и сами отдохните, а то выглядите уставшей. Да, я поняла вас. Шаги за дверью удалялись. Видимо, Рин, узнав о хорошем прогнозе, позволила себе немного расслабиться. Я погладил ее по каштановым волосам. Спасибо тебе, Рин, за все. Знаешь, я не справился. Опять. Столько усилий, все зря. Чувствую себя настоящим обманщиком. Даже твоей заботы я не заслужил. Рин начала ворочаться, потом открыла глаза. «Обита!» прошептала она, подтягиваясь. «Ты что-то сказал? Я просто слегка уснула, прости». «Ничего, это ты меня прости, что приходится со мной возиться. Мне показалось, будто ты говорил мне что-то. Приснилось, наверное. Послушай, у меня к тебе просьба». «Просьба? Какая?» «Помоги Какаше, я сейчас не в состоянии, да и не смогу я ему помочь». «Уже?» «Да, неважно. Просто сделай, хорошо?» «Хорошо. На самом деле я пыталась к нему заглянуть, но его вечно нет дома. Мне никто не открывает дверь. Ребята очень сильно переживают». «Нам нельзя его оставлять, понимаешь?» «Да, тогда я постараюсь». «Спасибо. А похороны уже были?» «Я слышала, что их проведут послезавтра». «Вот как». «Обита?» «Да». Ты ведь ничего от меня не скрываешь?» Спросила она, опустив голову. Я отвернулся. Мне просто не хватит смелости так соврать ей в глаза. «Нет», проговорил я, проглатывая комок злости на себя. «Я всегда готова тебя выслушать, если тебе тяжело. Просто хочу, чтобы ты знал это». «Да, прости за хлопоты». Вместо слов она погладила меня по голове. Догадывается ли Рин или просто чувствует, что что-то не так. В любом случае я не могу ей сказать. Никому не могу. Весь следующий день я лежал, уставившись в потолок. Почти не ел. Бабушка ругала меня и плакала. Я держал ее за руку и говорил какие-то слова. Наверняка просил прощения. Рин не приходила. Уверена, она найдет способ помочь Какаше. Наступила ночь. Небо было пасмурным. Собравшись силами, я встал с кровати. Ноги немного подкашивались, но через минуту я обрел контроль. Медленными шагами подошел к шкафу. Помню, туда в свой небольшой секретный уголок я положил ее повязку, которую мне дал отец Какаше. Она была в пятнах, засохшей уже крови. Я сжал ее в ладони и прижал к груди. Хотелось вновь вскрикнуть, но я удержался. Аккуратно сложив, я спрятал ее подальше, будто бы дурное воспоминание, которое режет душу, как острие клинка. Утром следующего дня я поднялся рано. Моя одежда уже была выстирана. Хорошо, что она не пропиталась кровью, а то я не смог бы уже ничего скрыть. Одевшись, я споткнулся о свои очки. Я подобрал их и повертел в руке. Мое лицо отражалось в них. Я злобно заскрипел зубами, затем бросил их в стену. «Ах, какой из тебя Хокаге! Кого ты собрался защитить? Идиот с нелепыми очками!» Я тяжело дышал. Через минуту успокоился и собрал частички некогда моего образа. Теперь они мне не нужны. Я не тот Обита. Я даже близко не встал рядом с ним. Тот добрый мальчик, который жил мечтами, погиб в той миссии. Я же жив, но совершаю ошибку за ошибкой. Толку от знаний, когда ты так ничего и не исправил. Выдохнув, я спустился вниз. Бабушка удивленно посмотрела на меня. «Обита, ты почему не в кровати? Доктор сказал». «Я в норме, бабуль, правда. Ты слишком слаб». «Я в порядке», сказал громче я. Она слегка испугалась. «Прости, ты ведь слышала про отца Какаши?» Да, ужасная трагедия. Бедный мальчик. Я хочу сходить на похороны». Бабушка хотела возразить, но затем пристально посмотрела мне в глаза, опустила голову и проговорила. Я понимаю, ты очень добрый мальчик и хочешь помочь другу в такую трудную минуту. Если ты решил, то я не буду мешать. Только оденься теплее, на улице дождь».
Я вовсе не добрый. Они видят во мне совсем не того, кем я являюсь. Мне едва исполнилось 9, а я уже убил человека. Сделал это без всякой жалости, забыв все человеческое. Хорошо, спасибо тебе. На улице хлестал дождь. Я быстро шел на кладбище. У самого входа стояла Рин. Она пряталась под небольшим зонтиком. Увидев меня, она сначала улыбнулась, а затем ее лицо погрустнело. Я подошел и пристально посмотрел ей в глаза, ожидая ответа. Она отрицательно покачала головой. Ясно. Он уже там? Да, они начали раньше. Сейчас будут цветы возлагать. Я сам с ним поговорю, хорошо? Угу. Прости, что я не справилась. Ты сделала все, что могла. Не кори себя. Рин не ответила, лишь тихонько кивнула. Я зашел на территорию кладбища. Народу было немало. Кто-то пускал слезы, кто-то стоял с опущенной головой. Для меня они все, по большей части, лишь кучка лицемеров. Наверняка многие из них просто пришли позлорадствовать над его могилой. И я встал немного подальше. Люди возложили цветы и начали расходиться. Все, кроме одного. Какаши стоял в черной одежде. Его взгляд был устремлен на надгробную доску отца. Собравшись силами, я подошел к нему. Мы встали на одной линии. Молчали. Долго молчали. Капли дождя омывали надпись. Здесь похоронен Сакума Хатаки. Мне жаль. «Какаши», – тихо проговорил я, – «ты ведь был там?» – ответил он. Мое сердце резко застучало. Он все знает. Я сглотнул комок, что поступил к горлу, и посмотрел на Какаши. Тот, не глядя в мою сторону, продолжил. «Ты ведь принес рыбу?» Да, принес», – ответил я, едва удерживая свой голос спокойным. Рыбы я так и не нашел, но это не важно, каким он был в тот момент. Я сжал ладони в кулаки. Может сказать ему правду, облегчить это тяжелое бремя, дать ему понять, что его отец не тот, кем его все теперь считают. Он был собой до самого конца, проговорил я, тише произнеся последние 3 слова, чтобы Какаши не мог их услышать. Я не смог сказать ему сейчас это, то Какаши определенно будет мстить. Он поставил эту цель в жизненный путь, как когда-то в той же жизни сделал я, когда мстил за смерть Рин всему миру. Он не должен стать таким. Я не позволю этому случиться, не дам его душе погрязнуть во тьме, в которую опустился я. Это моя расплата за ошибку, и мне ее нести. Вот как. Он всегда был таким. Улыбался даже когда больно было. Ставил дружбу превыше долга и правил шиноби. Это замечательные качества, сказал я. Нет, это его изгубило. Я не хочу и не буду таким, как он. Холодно отрезал Какаши. Что? Вопросил я с ужасом, поворачивая голову в его сторону. Ты слышал? Запомни эти слова. Белого клыка листа больше нет. Он покончил жизнь самоубийством, не вынеся позора. Это был его путь, и он был неправильным. Я же выберу свой. Верный, живя по правилам шиноби, коими мы являемся. После этих слов он положил цветы рядом и пошел к выходу. Я схватил его за плечо и со злостью сказал: «Послушай, не делай так, не совершай ошибки, убери руку, Учиха!» – воскликнул он, ударяя мне с локтя в челюсть. Я пошатнулся и едва не упал. Он разбил мне губу, во рту чувствовался вкус крови. «Отстань от меня, наконец! Ты чего лезешь со своими советами? Ты мне не нужен, и никто мне не нужен!» «Какаши, стой!» Но он не послушал меня, просто продолжил идти, засунув руки в карманы. Я повернулся к гробовой доске. Дождь стал лить сильнее, глядя на надпись. Я проговорил: «Я совершил ошибку, господин Хатаки. Я очернил свою душу местью. Знаю, вы, скорее всего, ужасно разочарованы. Простите и Какаши. Я не знаю, как ему сейчас помочь, но я дал вам слово. Даже если он настроит против себя весь мир, я не отвернусь от него. Никогда. Мне не удалось предотвратить то, что случилось с вами, и я никогда себя не прощу. И именно это даст мне сил, чтобы стать сильнее, начать делать и не только говорить. Вы будете гордиться, Какаши, и мной. Клянусь!»
В отблеске плиты я видел свои красные глаза, мой Шаринган. В ту ночь Сакума Хатаки сделал меня не только увереннее в себе, не просто показал, что любовь к близким дает нам силы даже перед самой смертью. Он подарил мне силу, с помощью которой я буду защищать то, что мне дорого, и его жертва не будет напрасной. В этот момент дождь прекратился. Небольшие лучи солнца начали пробиваться сквозь тучи. Они ласково припекали мне голову, как будто его рука вновь трепала мои волосы. «Дождь кончился», — сказала Рин, подходя ко мне. Я прикрыл глаза, чтобы скрыть Шаринган. «Да, он бы не хотел, чтобы мы грустили», — проговорил я, глядя в небо. «Я тоже так думаю. Какаши, он на распутье, и мы с тобой», — промолвил я, взяв Рин за руку. «Не дадим ему пропасть». «Да», — ответила она, улыбаясь мне. На ее глазах проступило немного слез. С этого момента история вновь стала смахивать на мою прошлую жизнь. Какаши отстранился от остальных. Огонь в его глазах потух, да и общение наше сошло к минимуму. Казалось, он упорно меня сторонится. Во время спарринга в нем пропала привычная заинтересованность. Вместо нее я чувствовал некую злость. Удары стали мощнее, точнее, будто бы он хотел быстрее со мной расправиться. Впрочем, ему это удавалось. И я стал довольно часто проигрывать, не только потому, что Какаши был гением и схватывал все на лету, нет. Когда я смотрел на него, то видел лицо его отца. В этот момент меня будто бы охватывал паралич. В итоге я получал сильную атаку и лежал на земле. Какаши лишь холодно смотрел на меня, отворачивался и уходил. Каждый раз, когда я пытался его окликнуть, голос предательски пропадал. Что я должен ему сказать? Как облегчить боль его утраты в той жизни? И я узнал о смерти его отца, будучи подростком. Да и только всех обстоятельств не знал. Теперь же, волей сущности, я вновь в этом мире стал участником той роковой ночи. Это терзало мое сердце, ведь как бы я ни старался, чувство вины съедало меня изнутри. Каждую неделю я приходил на могилу господина Хатаки, чтобы сменить увядшие цветы на свежие. Делал я это тайно. Не хотелось бы, чтобы Какаши видел. Так и текло время. Все, что мне оставалось, это не давить на Какаши. Я всегда был рядом и готов помочь. Но ему, само собой, это не нужно было. Несколько месяцев я провел за тренировками. Я убедил Рин в том, что нам нужно как можно скорее нагнать нашего друга. Думаю, она прекрасно понимала, к чему я клоню. Поэтому частенько мы занимались вместе. Пожалуй, это был единственный светлый луч в моей жизни. Рин никогда не давала мне унывать. Помимо этого, она умудрялась следить за состоянием Какаши. Так нам удалось повторить ту ситуацию с рыбалкой. Правда, в этот раз я чувствовал себя очень неуютно. Да, мы с Рин смеялись, кушали, но этот дом, перед глазами мелькала картина, лужа крови, тело человека, которого я не смог спасти, имея все для этого. К счастью, Рин не видела или сделала вид, что не видела моей фальшивой игры. Как же мерзко я поступаю. Наступил этот день. Я брел в академию, навстречу мне бежала Рин. Она радостно махала рукой. «Эй, Обита!» Я улыбнулся и помахал в ответ. Когда Рин подбежала, то радостно схватила меня за ладони и потащила за собой. «Эй, Рин, ты чего такая оживленная сегодня?» – спросил я. «Ты не слышал? Какаши дали звание генина!» Черт! Со всем этим плотным графиком у меня совершенно вылетело из головы, и я побежал вперед так быстро, что теперь Рин была позади. Когда мы подбежали, ребята, что стояли сзади, бросили на нас недвусмысленные взгляды. «Чего это вы так смотрите?» – спросил я, смущаясь такого внимания. Послышались легкие смешки. Тут я понял, что все это время держал Рин за руку. Я тут же ее отпустил и завертел головой в разные стороны, как бы не понимая, что происходит. Украдкой я глянул на Рин. Она выглядела довольно смущенной, но по-прежнему улыбалась. В ее глазах виднелся легкий блеск. Когда она заметила, что я на нее смотрю, то приблизилась и шепнула на ухо. «Кажется, кто-то сдал себя». Ее слегка приглушенный голос щекотал ухо, и я смутился еще сильнее, а потом откашлялся и проговорил.
Да мне вообще все равно. Не буду я бояться и скрывать свои чувства. Рин немного удивилась, а затем улыбнулась. «Тогда я тоже не буду», – ответила она, хитро прищуриваясь. После этого она вновь взяла меня за руку. Я хоть когда-нибудь выиграю ее в этой войне смущения. «Вау, Какаши, ты крут!» – прозвучал голос из толпы. Ах да, чуть не забыл, зачем мы сюда пришли. Я раздвигал людей и двигался вперед. Какаши стоял с блестящей повязкой на лбу. Ребята наперебой хвалили его. Он вертел головой в разные стороны, смотря на окружающих, привычно безразличным взглядом, изредка выдавая односложные конструкции, которые в его понятии звучат как ответ. Я подошел к нему. Взгляд Какаши изменился. Он слегка нахмурил брови. «Генин, значит?» – ответил я, не смотря ему в глаза. «Да». «Тебя что-то не устраивает?» Я вспомнил, как тогда, в прошлой жизни, накричал на него. В тот раз мне было чертовски обидно. Им восхищались все, особенно Рин. Я прекрасно понимал, что он заслужил эту повязку, но ничего не мог поделать. Там я был ребенком, но это было тогда, давно. И я поднял голову, выдохнул и громко сказал: «Прими мои поздравления, ты заслужил ее!» При этом я вытянул руку в его сторону. Все смотрели на меня с легким шоком. Для окружающих мы скорее были соперниками, а может и врагами. Неудивительно, что для всех мои слова стали чем-то непонятным. Какаши посмотрел на мою руку и проговорил: «Ничего особенного. По крайней мере, не придется смотреть теперь на твое лицо каждый день». В его словах чувствовался укол. Видимо, ему и правда тяжко каждый день меня видеть. Однако я не опустил руки, а ухмыльнулся и проговорил: «Не зазнавайся. Еще немного, и я точно окончу академию, и тогда мы продолжим наше состязание. Да мне все равно, ты ж в любом случае бестолочь». Черт, даже Будда прощает всего один раз. Не испытывай мое терпение, засранец. Просто пожми руку, как можно быть таким колким в общении. Ну и выбесил он меня. Просто... Начал я, но не успел проговорить. «Какаши, Обита очень рад за тебя. Думаю, эти слова он говорит от чистого сердца», – проговорила Рин с привычной добротой в голосе. Какаши опешил. До этого все лишь внимательно наблюдали за ним, но теперь появилась третья сторона. В этот момент он посмотрел мне в глаза и пожал руку. «Это ничего не значит. Просто хочу, чтобы ты скорее отстал». Даже не надейся», – проговорил я, чувствуя, как уголки губ поднимаются в улыбке. Ребята в толпе загудели сильнее. Я повернулся и махнул рукой, чтобы позволить ему вновь быть в центре внимания. Когда вышел из толпы, ко мне подбежал тот, кого я никак не ожидал увидеть. «Обита!» – сказал Майта Гай, упирая руки в бока. «А? Гай, чего тебе? Ты и Какаши. «Вы соперники?» – спросил он, весь трясясь. «Ну, наверное, сложно сказать», – задумчиво проговорил я, оценивая наш статус. «Невозможно!» – воскликнул Майта Гай. «Какаши, мой вечный соперник? Найди себе другого! Время юности, что никогда не угаснет, просто идеально создано для нашего соперничества!» «А?» – опешил я. «А о чем ты?» «О, не притворяйся, Обита-учиха! Я давно наблюдаю за тем, как ты постоянно выбираешь Какаши в качестве соперника. А у тебя острый нюх. Но Какаши только мой вечный соперник, поэтому я тебя одолею». Что он, твою ж мать, несет? Не спорю, Гай всегда был странный, но сейчас я понял это абсолютно точно. Вот он уже в стойку встал. Его брови так дрыгаются, что мне просто не удается удержаться от смеха. Вдруг я не сдержался и рассмеялся. «А? Ты что, смеешься надо мной и силой юности? Ах так, я точно одолею тебя, и тогда Какаши точно примет мой вызов!» Гай бросился вперед, пытаясь меня ударить. В этот момент я закашлялся от смеха и нагнулся, поэтому он просто пролетел вперед в попытке ударить меня. Когда я разогнулся, то он уже пропал из поля моего зрения. А ты неплох. Сделал вид, что смеешься, а сам был готов к атаке. Неудивительно, что Какаши с тобой соперничает». Я повернулся и тут же посмотрел на него, как на дурачка. Его всего встряхнуло. «Чего ты так смотришь? Это издевка, да? Гай, отвяжись. Нет
нет мне дела до какаши», – проговорил я, вытягивая руки вперед и успокаивая шумного одноклассника. «Да? Стоп, а ты читер! Хотел, чтобы я расслабился, а потом бы нанес удар? Что? Нет, прекрати кричать, на нас уже ребята смотрят. Вот ведь позорище, почему он несет такую чушь, а стыдно мне, надо это кончать». У меня на лице проскользнула мерзкая улыбка. «Так значит, сила юности, да?» «Да, именно. Только для тебя и какаши, так?» «Именно. Ты лишний в нашей борьбе. А может, ты просто...» Начал я, говоря как можно громче, чтобы привлечь внимание. «Просто влюбился в какаши?» Глаза Гая округлились. Его всего затрясло от моих слов. Нет, даже больше от того, что ребята среагировали на мои вопли и смотрели на него. Послышался сначала шепот, затем кивки, а потом смех. В Майта начали тыкать пальцами. «Гай влюбился в какаши. Верно, верно. Пытается с ним бороться. Наверное, у них любовь. Теле-теле-тесто, жених и невеста». Гай не успевал принимать тычки от ребят. Он морально был сломлен и упал на колени. Мне и стало его жаль. Это был глупый детский прием. Как правило, те, кто выделяется среди других и не занимает определенное место в иерархии класса, часто становятся объектом для насмешек. Собственно, я и сам таким был. Черт, прости меня, Гай. Я решил исчезнуть с поля боя под шумок. Когда аккуратно проходил через толпу, которая уже окружила Майта, он прошипел: «Обита, это было нечестно. Ты настолько силен, что победил одним лишь словом. Я одолею тебя. Теперь точно пора бежать. А то еще подумают, что он и меня любит. Тогда точно никогда не отмоюсь от этого клейма». С этими мыслями я со скоростью света помчался по улице. Я весело бежал по улице. Небольшая разрядка ненадолго разгрузила мысли. Улицы были довольно плотными, поэтому я не заметил, как врезался в человека. «Ой, прошу прощения», – проговорил я, поднимаясь на ноги и потирая зад, на который шлепнулся. И только я собрался бежать дальше, как вдруг меня за ворот куртки схватила рука. Ты!» – прошипел явно женский голос. Я в ужасе обернулся, мне сразу стало понятно, кому он принадлежал. Ярко-красные волосы, голубые глаза и чудовищная гримаса. Кушина Узумаки. «Это мое новое платье, и ты его испачкал, Даттыбане?» Мои взаимоотношения с Кушиной всегда были сложными. Мы часто ругались или спорили, хотя сейчас я понимаю, что она очень заботилась обо мне. Однако этот взгляд никогда не сулил ничего хорошего. Ее волосы вздымались, словно осьминожьи щупальца. «Эй, я же извинился, пусти!» – прокряхтел я, желая избежать лишнего конфликта. «Вот я сейчас задам тебе трепку, а потом и выслушаю, Даттыбане», – проговорила она, уже собирая свободную руку в кулак. Черт, дело плохо. Даже Минато-сенсей боится ее. Она точно мне кости пересчитает. Я быстро вынырнул из куртки и побежал, что есть мочи. А ну стоять, маленький засранец!» – кричала она мне вслед. «Прости, зловредная тетка, в другой раз!» – сгримасничал я, не в силах отказать себе в удовольствии подразнить Кушину. Но лучше бы я этого не делал. Она на огромной скорости понеслась за мной. Вот почему я сейчас-то не повел себя как взрослый человек. Это все потому, что меня захлестнула волна ностальгии. Дурак! Я не хочу умирать. Я бежал по улице чуть ли не вопя. «Помогите! За мной гонится демон!» «Демон? Вот я тебе покажу, когда поймаю!» Люди смотрели на нас явным недоумением. Они просто не понимают, что она за человек. Как быстро я бы не бежал, Кушина не сбавляла темпа. Да сколько же у нее сил! Неудивительно, что ее сын будет таким целеустремленным малым. Я забежал в переулок и, несмотря вперед, опять врезался в кого-то. И чего это мне везет сегодня? Когда я открыл глаза, то понял, что передо мной Минато-сенсей. Он с недоумением смотрел на меня. «Ты в порядке?» «Минато-сенсей, спасите меня, там дьявол!» «А?» Еще больше удивился он. «Откуда ты знаешь, как меня зовут? И что за дьявол?» В этот момент в переулок влетела Кушина. Она изрядно запыхалась, но ее глаза горели жаждой
жаждой убийства. В ее руках была моя куртка, вздымающиеся красные волосы так и сигналили «Беги!». Я вскрикнул и спрятался за спину сенсея. Он сглотнул и начал успокаивать ее. «Кушина, ты чего такая взбудораженная?» «Где он? Да ты ване! Я научу ему разум этого маленького таракана!» Увидев меня, она медленно начала приближаться, хрустя кулаками. «Вот ты где!» Минато с испугом глянул на меня. Я сложил руки в мольбе. Он выдохнул и перекрыл ей дорогу. «Спокойней, дорогая, ты вся запыхалась. Что случилось?» Кушина бросилась на меня, но Минато поймал ее и стал удерживать. «Кушина, это же просто мальчик. Чего ты такая злая? Он маленький нахал, а не мальчик!» кричала она, маша в мою сторону руками. «Давай мы успокоимся и выясним ситуацию». «Конечно, когда я ему надаю томаков!» не унималась она. Признаться честно, мне никогда не было так страшно находиться с Кушиной, как сейчас. Все же Минато-сенсей смог успокоить свою жену и выслушать ее пояснения. Она надула щеки и злобно пыхтела. Тогда он посмотрел на меня и строго сказал: «Да, не очень красиво так грубить девушке, особенно когда сам провинился. Кушина отходчивый человек, когда дело не касается ее платьев», тихо проговорил он последние слова. «Эй, что это ты там шепчешь?» «Ничего, просто думаю, что вы оба виноваты». «А? Ты вообще на чьей стороне, Минато?» «Кушина», улыбнулся он. «Это же просто мальчик. Дети всегда непоседливы и активны. Не стоит так сурово реагировать». «Но я только купила это платье. Так хотелось его тебе показать», грустно отметила она. «И ты прекрасно в нем смотришься, и вовсе оно не испачкалось, видишь?» «Правда? Тебе нравится?» «Конечно, просто великолепно. Ты ведь тоже согласен?» Спросил он меня. Я энергично закивал головой. Кушина слегка засмущалась, а затем вновь строго проговорила: «Может, я и погорячилась, но он назвал меня зловредной теткой». Минато посмотрел на меня, я виновато кивнул. «Ох, ну это и правда непорядок. Думаю, этот мальчик хочет тебе сам все сказать, да?» «Прошу прощения», проговорил я, склонив голову. «Я был неправ». Кушина отвернулась и вновь недоверчиво пфыкнула. Минато положил ей руку на плечо и ласково проговорил: «Видишь, он извиняется. Брось обижаться». Ну ладно, хорошо». Она повернулась и улыбнулась, как будто бы ничего и не случилось. Ее взгляд был довольно добрым. Она точно демон. Как можно так резко измениться в настроении? «Вот, твоя куртка», сказала Кушина немного тише, смущенно отворачивая лицо. «Я бы ее выкинула, но не хотелось бы, чтобы твои родители ругались». Я немного погрустнел от упоминания о родителях, но взял куртку, улыбнулся во весь рот и сказал: «Спасибо, было весело потренироваться так». А то, и я, чтоб ты знал, одна из лучших в догонялках была», проговорила Кушина, показывая мне кулак. «Верю. Как тебя зовут?» спросил неожиданно Минато. Обита Учиха. Я обучаюсь в академии. Обита? Откуда ты знаешь мое имя? И почему назвал сенсеем? Засада. Я по привычке уже так говорю. Надо выкручиваться. Просто я знаю, что вы тренируете команды Генина. Во. Да, это так. Правда, пока новичков нету. Ничего, скоро я закончу академию, и мы обязательно встретимся вновь. Какой ты самоуверенный. Прямо как Кушина. Да, прямо как... «Эй, что это значит?» – спросила Кушина. «Мы абсолютно не похожи», – наигранно возмутился я. «Сейчас тоже у меня получишь», – угрожающе промолвила Кушина. Минато засмеялся звонко. Следом Кушина, а затем и я. Как же мне их не хватало. На душе стало тепло и приятно. Перед глазами пронеслись светлые воспоминания, но тут же встала картина их смерти, в которой повинен я. Я опустил голову. Звуки вокруг приглушились. Каждый, кто мне дорог, в той жизни получил от меня столько бед и горя. «Эй, ты чего так погрустнел, да ты бане?» проговорила Кушина, садясь на корточки напротив меня. «Мы тебя чем-то обидели?» В ее глазах читалось неподдельное беспокойство. Она бы была прекрасной матерью и смогла бы гордиться своим сыном, только я не дал шанса ей этого сделать. Нет, не время погружаться в отчаяние. Я пообещал на могиле господина Хатаки, что буду преодолевать трудности и пройду этот путь, каким
каким бы тернистым и полным болезненных воспоминаний он не был ради них всех. Грустить? Да я будущий Хокаге, так что я обязан быть сильным, заявил я, изъясняясь максимально по-детски, чтобы вернуть диалог в прежнее русло. Это сработало. Минато посмотрел на Кушину, улыбнулся и сказал: «У вас и правда много общего, ты ведь тоже так громко заявляла о своих намерениях?» «Неправда», – отвечала Кушина, явно смущаясь того случая. «И вообще, ты тоже так говорил, да, Тебане?» «Да, это правда. Но тогда никогда не сдавайся, Обита. Путь к статусу Хокаге весьма тяжел, и работа требует тех качеств, которые прежде всего основываются на любви к деревне и ее жителям. Понял? Я не подведу вас, Минато-сенсей. Все еще зовешь сенсеем? Забавный ты парень, Обита. Да, в этот раз я не подведу вас, учитель. Вам больше не придется сожалеть. Даже тогда, когда я винил вас во всех бедах, это была лишь ложь. Желание найти оправдание тому, что я подвел вас и друзей, сбился с пути. Мы еще немного поговорили. Кушина тряхнула мою куртку, немного поругала меня, а затем я отправился домой, преисполненный теплыми чувствами ностальгии и еще одних серьезных решений, которые я собирался исполнить. Продолжение следует.